Дождался я наконец-то условий, чтобы потестить новый D-Wing Version 2 в размере 3,7. Я взял большое крыло 1250 Axis Fireball, и в планах было сделать upwind downwind тренировку, потому что манава была сегодня очень маленькая. Итак, дует 18-20 узлов, на 3,7 довольно просто стартануть, и сразу же начинаю вырезаться. Читал в интернете, что как будто бы сложно вырезаться на этом паравинге. Нет, ничего подобного я не почувствовал, вырезался очень просто. Дальше вот отъехал подальше от манавы, и очень понравилось, как он складывается. В одно движение сразу хватаешь переднюю кромку, тут же все очень компактненько складывается, получается очень-очень маленький мешочек. Посмотрел у них на сайте, сказано, что ткань 32 грамма на квадратный метр, что на сегодняшний день является, можно сказать, неким стандартом. Поэтому, когда ты его положил в сумочку, все, ты про него забыл, он очень и очень маленький. Поэтому, несмотря на то, что я катался в большой сумке от Джеффа, я понимаю, что вообще в любую сумку бы этот паравинг бы вошел со свистом. Так как это в даунвин, то при складывании я не ощущал никаких проблем. Вот когда я его вскрыл, мне не понравились там всякие нюансы, типа стропы очень тонкие, и там какие-то металлические у них запчасти есть. Но при даунвинде я вообще этого не помню. Потому что я сложил, убрал его, и все, и как бы едешь, и непонятно что как. Надо будет сделать тест на вейврайдинге. Там я буду использовать обратную петлю и чаще сниматься, перезапускаться. Намного чаще это происходит, чем в даунвинде. И в том, еще и нужно складываться иногда, когда ты против ветра жестко идешь. И там, может быть, стропы все-таки будут резать. Посмотрим. Вот, что касается петли, она все-таки оказалась длинновата для меня. В режиме реверса, конечно, она будет короче, потому что там надо через планку как бы перекидывать. Но вот по классике я бы хотел бы, конечно, чуть-чуть покороче, может быть, на 5-10 сантиметров трапеционную петлю. Планка очень понравилась своим размером, залетает при упаковке в чехол очень удобно, в руке сидит потрясающе, то есть толщина подобрана хорошо. Вот как я предполагал, что петля будет немножко разрезать оплетку, это уже видно, то, что там вмятинки остались. Вот смотреть перезапуск. Достал паравинг, расправил его. Никаких фокусов, просто отпустил, он полетел. Короче говоря, первое впечатление от этого паравинга очень и очень положительное. Каких-то особенных минусов я у него не заметил. Легко на нем резался, повторюсь. Также он не коллапсирует ни в каком режиме. Очень у него уверенно ведет себя передняя кромка, уши не складываются. В общем, будем посмотреть дальше, так как 1,5 часа сессии, это, конечно, ни о чем для теста, но что есть, то есть.